Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что намечается, какие новости и как это повлияет сегодня с утра на движение на рынках, на рубль, доллар, нефть, золото, российский фондовый рынок и другие активы. Давайте начнем с календаря событий, что сегодня ожидается, что уже произошло и как это будет влиять на рынки. Вышел торговый баланс Китая, сальдо торгового баланса, объем экспорта, импорта. Что здесь получилось? Получилось то, что он значительно меньше ожидаемого и значительно меньше того, что было месяц назад. Ну, здесь спад почти в 10 раз, здесь спад в 4-5 раз. Это, конечно, не очень хорошо. Если смотреть график, то здесь вот такая ужасная картина получается, когда полнейший провал. Но если мы посмотрим за многие года статистику, то мы увидим, что на самом деле в начале года очень часто у Китая бывают такие вот провалы. И поэтому с точки зрения динамики вообще развития процесса, того, что происходит в течение года с платежным балансом, с экспортом, импортом, здесь ничего такого страшного пока не происходит. Страшно будет, если эти данные повторятся в следующем месяце. Но на самом деле эти данные, они все-таки играют определенную негативную роль, потому что, во-первых, соотношение почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем отличие, это раз. И второй момент, что самое печальное, это то, что такое расхождение с прогнозом. Если такое расхождение с прогнозом, это говорит о том, что либо что-то начинает очень сильно идти не так, либо прогнозисты совершенно не прогнозируют. Ну и вот, собственно говоря, эти данные, они и оказывают давление на Китай, китайскую экономику и фондовый рынок. Но они взаимосвязаны, то есть работа экономики дает такие данные, такую статистику, и поэтому здесь как бы получается взаимная зависимость. На прошлой неделе вышли аналогичные данные по России, данные платежного баланса. Они получились хоть и положительные, но хуже прогноза и хуже предыдущего значения. Почему-то инвестинг платежный баланс, торговый баланс классифицируют как одна звездочка, хотя на самом деле это значение, этот макроэкономический индикатор очень серьезно влияет на курс национальной валюты. Может быть даже не сразу, может быть с каким-то временным лагом, но тем не менее здесь влияние достаточно существенно. И то, что возникла такая ситуация, когда он ниже прогноза, но в данном случае ниже прогноза, хотя здесь разницы в 10 раз, там в 5-10 раз, как в Китае, нету, но здесь все равно это определенный негатив, и это дополнительный фактор давления на курс рубля. Так, друзья, давайте перейдем мы к форцу, к фьючерсам, позиции, которые остались со вчерашнего дня, как это будет влиять на рынок сегодня, ну, по крайней мере, в первой половине дня, и куда это приведет. То, что касается фьючерса на индекс РТС, здесь ставка на рост фьючерса РТС со стороны юридических лиц. Сейчас мы попозже на графике посмотрим, как это будет себя проявлять. Так, далее то, что касается акций по Сберу и Газпрому, ставка на снижение, по ГМК ставка на продолжение роста. Валюты и доллар, и евро к рублю, ставка на то, что и евро, и доллар к рублю будут расти. Так, по доллару ставка на рост доллара против рубля, по евро ситуация аналогичная. Нефть, здесь ставка на коррекционный откат, но все-таки по большей части я бы сказал, что, наверное, будет по нефти все-таки боковик сегодня. Серебро, здесь ставка на коррекционный откат, на продолжение, на снижение серебра. Золото, здесь тоже ставка на продолжение тренда, идущего вниз. И вот 1731, следующая поддержка, это в районе 1721. Так, далее, то, что касается экономического календаря. В 12 часов выйдет индекс экономических настроений по Германии. Германия – это сердце Европы и один из лидеров мировой экономики, поэтому если они не попадут в ожидание, это, конечно, для евро будет печалька. Далее в 2 часа ежемесячный отчет ОПЕК. Вот здесь на нефть будет оказано, скорее всего, определенное влияние. Сейчас мы на графике посмотрим, куда это может привести. Ну и 15.30 того, что все с нетерпением ждут, это базовый индекс потребительских цен
по Соединенным Штатам. Соответственно, исходя из этого параметра, будет понятно, что происходит с инфляцией в США. Ну и как следствие, ситуация в США будет корректироваться позиция ФРС. Ну, по крайней мере, заявления, которые делает Пауэлл и другие директора. Так, друзья, ну давайте китайский фондовый рынок посмотрим. CSI 300 дневной таймфрейм. Ну, у нас, несмотря на все ужасы торгового баланса, все отлично, все нормально. То есть смысл того, что происходит на китайском рынке, ну, понятное дело, отскок, отбой. Но здесь есть еще и другой смысл, глубинный, который на текущий момент указывает на то, что реально обвал рынка не произошел. То есть вот это пробитие 4880-4850, оно не состоялось. И судя по тому, как здесь происходит торговля, весьма вероятно отсюда пойдет отскок. И цель этого отскока будет движение к верхней границе на 5150-5200. Опять же, вот этот сценарий, он будет нивелирован в том случае, если все-таки мы пробьем 4850-880. Ну, здесь уже вариантов останется мало, и начнет он очень стремительно падать. Сегодняшний и завтрашний день определят картину, что и как здесь закрепилось, не закрепилось, но пока пациент скорее жив. Так, ну вот Япония, Nikkei 225, она тоже сегодня на позитиве, и она пытается развернуться, ну то есть, собственно говоря, подтвердить вот этот разворот, который здесь произошел, и попытаться сходить, ну хотя бы на 3500, вот сюда, вот к этому значению. Далее, американские трежеры с 10-летней, но вот они пока радости не доставляют, потому что они не стали снижаться, они, получается, отбились от нижней границы, и сейчас здесь вполне может развиться движение, цель которого будет 1,755. Вот. Но на самом деле, как бы здесь им бы немножко припасть, пробить вот это значение, вот этот диапазон, и тогда для рынков было бы все совсем хорошо. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Но пока мы находимся в области, которая указывает на то, что рынки должны расти и риски минимальны. Но с другой стороны, вот эта вот формация, которая возникла, она также обозначает, что в любой момент может резко произойти отскок на 20-22. Вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара все-таки на снижение пока не идет. Вот. Но сегодня еще важная статистика из Германии, и эта статистика, она может переломить вот это движение в индексе доллара и евро-долларе. Вот. Но пока здесь цель движения на 93,2. Вот сюда, вот как ни крути, по дневному таймфрейму пробой уровня 91,9 не состоялся, и здесь все уже нацелено на то, чтобы идти наверх. Сегодняшняя статистика в 12 часов ситуацию может в корне изменить, но пока то, что здесь произошло, это разворот на 4-часовом таймфрейме и движение по направлению 93,2. Далее SFD на фьючерс SP500. Здесь он пытается остыть, немножко откатиться, но говорить о том, как здесь будет в дальнейшем развиваться движение, пока сложно, потому что почти каждый день новые хаи рисуются. И, соответственно, если такое движение идет, ну, поперек него лучше не стоять. Потому что, как известно, самый надежный покупатель это шортист. Пока всех шортистов здесь не выжгут, вот это движение, оно будет продолжаться. Так, друзья, далее нефть, дневной таймфрейм. Сегодня там информация по ОПЕК в 2 часа выходит. Ну, здесь по нефти на текущий момент все отлично, идет восходящее движение. Цель этого движения 65. Опять же, критерий того, что это движение не состоится, это пробой диапазона 62,5-62. Пока о таком движении вниз речь не идет. Так, ну и часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму у нас здесь идет цикл движения. Цель этого движения 64,3 на сегодня, на утро. И день. В каком случае это движение не произойдет? Не произойдет оно в том случае, если здесь в результате коррекционного отката будет пробитие 63-63.05 вот этого диапазона. Если он пробивается, то, соответственно, нефть начинает двигаться вниз, и цель движения тестирования 62,5.
Пока оснований для такого движения я не наблюдаю, более вероятно движение наверх, может быть небольшая вот сюда вот коррекция, но она весьма вероятно будет выкуплена и движение наверх продолжится. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Соответственно, по золоту идет коррекционный откат. Юридические лица делают ставку на то, что сегодня золото и серебро будет проседать, но обращаю внимание, вот здесь уровень 1721. Вот если этот уровень не пробивается, все вот эти движения будут выкупать. И золото будет идти наверх, цель движения 1766. Если будет пробой 1721, тогда уже ситуация, возможно, станет серьезной, и мы увидим движение, первый цикл которого будет 1700. Обращаю внимание, что сегодня выходят данные по инфляции в США, индекс потребительских цен, и здесь по золоту могут быть самые разные варианты. Так, друзья, переходя на часовик, по золоту что могу сказать? По золоту, по часовику ничего страшного здесь нету. Судя по тому движению, которое происходит, скорее всего даже не пойдет речь о движении на 1721. Будет весьма вероятно разворот и коррекционный отскок сначала на 1743, потом на 1756. Критерий того, что произойдет это движение, либо оно пойдет сейчас отсюда, либо если будет движение вниз, чтобы не произошло пробитие 1726-1727. Если этот диапазон будет удержан, то отсюда нас ждет, возможно, на фоне какой-то макроэкономической статистики, коррекционный отскок. Ну, первая цель, как минимум, это 1743-1745. В идеале движение вот сюда вот. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Кто-то испугается, что здесь голова и плечи. Ну, с моей точки зрения, голова и плечи, о которых мне писали, здесь все-таки нету. Либо они достаточно кривые для того, чтобы сработать. Сейчас пробили сильный уровень 25, но перешли на другой уровень, который по идее должны были прошить и уйти на 23.75, но этого не произошло, и поэтому сейчас по серебру здесь идет набор позиций, и если сегодня-завтра не будет добития 24.65, 24.6, то вот это движение, которое здесь должно было развиться, оно сломается, и по серебру сегодня или завтра мы получим коррекционный отскок. Сначала 25,2, потом отскок на 25,67. Вот. Но если здесь все-таки оно откатится и пробьет этот диапазончик, то здесь сразу молниеносно будет движение на 24,36, и потом, скорее всего, оно сходит вот эту пимпочку по Тесле, двойное дно, которое 23,75. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, да, вот здесь такая страшная свеча, которая указывает на то, что вроде как оно летит в штопор, в 12 часов данные по Германии. Ну, смотрите, вот здесь все-таки есть вот этот диапазон 1,1869 и 1,1859. Вот если этот диапазон не пробивается, вот эти все движения, все откаты, они будут выкупаться, и евро будут гнать на 1,1920. Если здесь происходит пробой этого диапазона, очень быстро евро уйдет на 1,18. Вот. Пока я все-таки думаю, здесь пробоя не будет, оно где-то в этом диапазоне будет поймано, и после проторговочки будет коррекционный отскок на 1,19. Есть только одна проблема, эта картина, она немножко не коррелирует с тем, что в индексе доллара. Вот. И индекс доллара как раз указывает на то, что пойдет рост по индексу доллара, и, соответственно, евро должно идти вот сюда вот на 1,18. Вот. Но в любом случае, я думаю, надо сейчас за ней понаблюдать, посмотреть, будет, не будет движение вот сюда, в этот диапазон. Если его в ближайшие полдня не будет, то наиболее вероятно, что все-таки пойдет поджатие к 1.19, пробитие 1.19 и поиск стратегической цели в районе 1,1984. Так, друзья, далее рубль-доллар USD Tomorrow, дневной таймфрейм.
Но вчера вот такая разворотная формация с указанием на движение в район 76.82. Но, тем не менее, здесь не надо особо поддаваться оптимизму, потому что закрытие все равно было выше вот этого сильного уровня. А чем дольше он находится выше этого сильного уровня, тем больше вероятность того, что доллар по отношению к рублю улетит и на 80 и выше. Если переходить на часовой график, то вот такой вид имеет. Ну смотрите, здесь по часовому графику, если не будет сегодня в первой половине дня пробития вот этого диапазона 77,1, 77,15, то в любом случае мы отсюда пойдем наверх, и цель движения будет 77,85, чуть выше вот этой желтой линии. Так, ну далее 15-минутка. Ну смотрите, на 15-минутке высадили пассажиров, и в ближайшее время, там час, два, три, если не будет повторного движения вниз с пробоем вот этого диапазона, который заканчивается 77,23, то нас отсюда ждет движение с утра, ну до 12, до часу. Цель этого движения сходить на 77,6, 77,65. Это 15-минутный таймфрейм. Так, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Ну, здесь такой красивый разворот с целью движения на 89,9. Но это теория, это бумага. Так, ну если переходить на часовик, здесь у нас ситуация с долларом очень похожая. Здесь была более глубокая только высадка пассажиров. И сейчас, если не пойдет добитие этого значения 91.38, а судя по всему оно не пойдет, весьма вероятно мы в первой половине дня по евро-рублю пойдем, цель движения будет 92.4, вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Здесь мы находимся вот в такой поджатой консолидации. Нижняя граница 139.500, уже давно нам знакомая. И верхняя граница это 142-142-300. Вот если 142-300 в ближайшее время мы пробиваем, отсюда пойдет импульс движения, цель которого будет 145-300. Кстати, очень интересно, по фьючерсу РТС позиция юриков на рост фьючерса РТС, а по Сберу и Газпрому наоборот на просадку. Вот такая вот загогулина. Переходя на часовик, что мы здесь видим? Сейчас весьма вероятно будет тестирование вот этого диапазона 142 400, 142. Если этот диапазон будет пробит, то нас отсюда понесет сразу на 144 700. Если этот диапазон мы не пробиваем, то здесь, соответственно, у нас возникает отбой. Скорее всего, в этой ситуации тогда вот те лонги, которые набрали юрики, они будут розданы в районе этого значения. И отсюда пойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет тестирование 140 500. Вот 140 500, если будет пробито, то начнет проседать и дальше. И цель движения уже будет в районе 137 500, 137 700. Я думаю, здесь больше факторов указывают на нахождение вот в этом боковике, по крайней мере в первой половине дня. Так, друзья, далее Сбербанк. Юрики делают ставку на его просадку, но с моей точки зрения здесь все-таки более вероятен хотя бы коррекционный отскок. Цель этого отскока в идеале, конечно, 291. Критерий того, что этот отскок не разовьется, это пробой 278,3. Если это произойдет, то мы улетаем на 272,5. Пока все факторы указывают на то, что это не произойдет, и отсюда будет отбой движения наверх. Ну и в соответствии с часовым таймфреймом у нас на утро цель движения по Сбербанку на 284,6 вот сюда вот. Соответственно, это движение не произойдет, если будет коррекционный откат и пробой 280. Если 280 мы с утра сейчас пробиваем, то пойдет движение, цель которого тестирование 278. Но больше факторов здесь указывает на то, что с утра разовьется движение, цель которого будет 285,3, вот сюда вот к этому значению. Так, Газпром, дневной таймфрейм. Здесь юрики тоже сделали ставку на то, что Газпром, как и Сбербанк, будет типа проседать. Но мне кажется, они погорячились, по крайней мере сегодня на утро.
потому что здесь все основания для движения по Газпрому с целью на 227,7. Ну и соответственно сценарий не срабатывает, если идет откат и пробой 219,5. Вот. Но мне все-таки кажется, что больше вероятность того, что пойдет движение наверх, по крайней мере с утра. Так, друзья, далее Норникель засыпали меня вопросами. Ну, смотрите, по Норникелю здесь ситуация достаточно нехитрая. 26 тысяч должны сделать 26 тысяч. Юрики делают ставку на продолжение роста сегодня с утра в Норникеле, но есть один момент, который связан с тем, что не очень позитивная динамика сейчас складывается, по крайней мере временно, в палладе и никеле. И соответственно, как только вот эта эйфория откупа она пройдет, цены в палладе и никеле, если они не сменят тренд, они, конечно, его немножко приспустят на 24 500 хотя бы, а в идеале и на 23 600, 23 700. Так, ну вот дневочка по Норникелю боевая, она на 26, вот-вот должны прийти. Ну, если переходить на часовик, здесь ситуация такова, что если не будет с утра пробоя 25, то весьма вероятно мы отсюда идем на 26 и возможно даже на 27. Если 25 пробивается, то его понесут высаживать на 24 300, 24 200 вот сюда вот к этим значениям. Так, друзья, далее Лукойл, беру сразу 4-часовой таймфрейм. По Лукойлу здесь наметилось движение, цель этого движения 6280, 6270. Вот сюда вот. Это движение произойдет, если сейчас с утра будет пробитие 6050. Вот 6050, если пробиваем, очень быстро он пойдет к этому значению. Если здесь пробоя сейчас не будет с утра, он отсюда разворачивается и идет тестировать 5880. Пока здесь, мне кажется, больше факторов на то, чтобы было движение наверх. Ну и соответственно, если идет коррекционный откат с пробитием 5840, то в этой ситуации Лукойл будет проседать. Так, друзья, далее ВТБ. По ВТБ тоже масса вопросов. Смотрите, вот у него уровень есть 4,39 копейки. Если мы сегодня этот уровень не пробиваем, то у нас сегодня уже будет импульс движения, цель которого будет в районе 4,45-4,5. Вот сюда вот. Если пробиваем, то он уходит сегодня консолидироваться в диапазоне 4,34-4,39. Вот сюда вот. Но если смотреть по нему часовик, высока вероятность того, что все-таки пойдет движение наверх. Цель движения будет 4,48, 4,47. Вот сюда вот. Соответственно, сценарий отменяется при движении вниз и пробое 4,37. Друзья, вот такое мое видение по рынку и основным инструментам. Спасибо за